Понятно, что путинскую Россию удобно сравнивать с нацистской Германией 30-х годов. Про этот период немецкой истории и у нас много знают, ну и у меня есть много об этом роликов. Но сегодня я хочу поговорить о другой стране, которая решила встроить великую империю, вторглась к соседям, манипулируя чувством обиды в обществе и провозглашая свое превосходство, и в конечном итоге воюя со всем миром. О Японии в первой половине 20 века. 30-е годы для Японии – время военных побед, пропагандистского угара, безудержного империализма и при этом международной изоляции, лишений и больших людских потерь. Закончился этот период для японцев известно чем – вступлением во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии, ядерными бомбардировками и капитуляцией. Но как они дошли до такой ситуации? Давайте сегодня в этом разберемся. Мы записываем это видео на улице в Хельсинки. Помните, в одном из прошлых видео я просил помочь мне встретиться с европейскими политиками. Так вот, здесь, в Финляндии, мне удалось встретиться с несколькими членами парламента. Так что у нас в этом видео еще раз форма в описании. Если вы кого-то знаете или знаете кого-то, кто знает, и можете помочь организовать встречу со мной и влиятельными европейскими политиками, чтобы я донес позицию российского гражданского общества на происходящее сейчас, пожалуйста, заполните форму внизу. Ну, давайте начинать. Япония была максимально закрытой аграрной страной под властью сигуната до середины 19 века. Страна проводила политику изоляционизма, полностью обеспечивала свои небольшие потребности и в иностранцах, казалось, почти не нуждалась. Все общение с заморскими подданными и скромный торговый оборот проходили на одном искусственном острове. Все изменилось в 1854 году, когда США силой заставили японцев заключить ужасно невыгодные торговые договоры и открыть страну для иностранцев. Через 14 лет в Японии произошла революция, но не как в большинстве стран от монархии к республике, а наоборот. Власть вернулась от военного правителя, сигуна, к императору. Этот период в истории страны называют реставрация Мэйдзи. В это время в Японии ломаются традиционные обычаи. Общество либерализуется, внедряются западные знания и технологии, но при этом политика нового правительства не направлена на Запад. Один из главных мотивов – желание закончить с уже начатыми навязанными торговыми договорами, а еще страх стать колонией одной из западных держав. Страх, надо сказать, очень логичный, потому что в это время Индия, колония Британии, Индокитай, в основном подчинен Франции, а территория современного Китая поделена на сферы влияния между европейскими государствами и Америкой. Как не стать чужой колонией? Ну, логичнее всего сделать так, чтобы тебя было очень сложно и опасно подчинять. Япония начинает создавать новую армию. Для этих целей проводится быстрая индустриализация. Закупаются станки, строятся заводы, растут города, урбанизируется население. Развивается бизнес. Строительство вооруженных сил нового образца идет очень успешно. И к концу 19 века японская армия и флот уже могут конкурировать с армиями европейских держав. Но если все твои ресурсы направлены на создание армии, то очень скоро у тех, кто армией заведует, появляется чертовски много власти. А военные в Японии все еще помнят, как 250 лет управляли страной. И, конечно, им хочется вернуть те прекрасные времена. Таким образом, голоса военных в правительстве императора звучат все громче и заглушают голоса всяких там либералов. Очень скоро именно генералы, а не министры-реформаторы, станут диктовать императору свою политику. Вот так реставрация Мэйдзи отобрала власть у военных, привела к либеральным и экономическим преобразованиям, росту образования и благосостояния, но плоды этих реформ были пущены на армию, и вуаля, у власти снова военные. Но есть нюанс. Когда армия управляет страной, ей не очень интересно мирное существование. Оно военным просто не нужно. Когда страна живет мирно и стремится к экономическому росту, благополучию людей, в ней востребованы эффективные рыночные менеджеры, а не генералы. Нет, так свою власть не укрепить и не увеличить. Опять же, хочется куда-то применить только что произведенное вооружение. Да и вообще, индустриализация – вещь затратная. Это в аграрный период Япония обеспечивала себя сама. Но для военных заводов нужно много топлива,
много металла и много дешевой рабочей силы. Всего этого на острове уже не хватает. Вот такой итог. Желание не стать чужой колонией привело страну к желанию иметь колонии собственные. Чтобы усилить свое влияние и, конечно, поживиться богатыми ресурсами, Япония начинает войну с Китаем за протекторат над Кореей. Вложения в армию приносят дивиденды, и японцы войну выигрывают, разгромив Китай. Тайвань становится первой японской колонией. Японцы захватили бы и довольно заметные области континентального Китая, но тут уже вмешалась Россия, Германия и Франция. Они надавили на Японию и заставили вместо завоевания земель на материке принять большие контрибуции. Фактически японцы войну выиграли, но военная пропаганда убедила население. Это вмешательство Запада, большая обида для нации. Опять, мол, белые колонисты лезут в наши дела. Нация такую идею радостно приняла и не отпускала еще очень долго. Вскоре получилось поквитаться за обиду. У России были свои интересы в Китае, и хотелось маленькой победоносной войны, а Япония желала новых завоеваний. Идею о том, что лидерам региона надо становиться за счет экономики, благополучно откладывают в сторону, и главным в стране на годы становится национализм. Что такое русско-японская война, мы все знаем со школы. Полный разгром России, недооценившей противника. Шапка закидательства, помните? Японцы получают не только желаемый протекторат над Кореей, но и половину Сахалина, контроль над Порт-Артуром и железной дорогой через Маньчжурию. Корея становится фактически колонией Японии. Оттуда на острова вывозят продовольствие, полезные ископаемые и рабочих. Надо сказать, что Япония чуть не надорвалась в войне с Россией, поэтому взяла на переговорах все, что смогла, и вышла победителем вовремя. Но даже такие масштабные завоевания не удовлетворили японскую публику, разогретую милитаристской пропагандой. Газеты называли поражением любые уступки на переговорах и подначивали Японию продолжать атаки на соседей. Но вообще-то разгром России был большой победой. С Японией стали считаться. Само собой, очень скоро надувать щеки и воспевать великий японский флот стало практически национальной идеей. В Первую мировую Япония воевала против Германии, но на деле ее участие свелось к тому, что японцы забрали себе все немецкие порты в Китае. Китайские порты – это хорошо, а еще лучше – маленькие затраты на войну. Европа от Первой мировой оправлялась десятилетиями, Япония же получила только дивиденды. Добавляем к этому завоевание начала века и получаем экономический рост. В правительстве снова подняли голову либералы, но к большой неудаче для японцев снова проиграли политическую битву силовикам. Уж очень сильны были в обществе низменные чувства. Уж очень удобно было на них играть. Что такое Япония к концу 20-х годов? Это все еще страна, где основная часть жителей – крестьяне. Городское население уже минимально образовано, но ключевое слово тут «минимально». Хватает, чтобы работать на предприятиях и читать газеты, но еще не хватает, чтобы критически воспринимать предлагаемые идеи. Жизнь в индустриальном обществе вообще не балует народ изобилием. Короче, проблем и недовольства хватает. Что предложить крестьянам и рабочим, которые тоже вчерашние крестьяне? Ну, можно, конечно, коммунистическую революцию, но с императорской властью она как-то не очень сочетается. Можно экономический рост, права и свободы, политический плюрализм, либеральную демократию со всеми ее выгодами. Но пролетарии вдруг не поймут и не оценят эту сложную концепцию. Зато можно предложить понятную идею Великой Японской империи, такой же великой исторической обиды и великого шовинизма по отношению к соседям. Кроме того, ресурсы все же конечны, а до постиндустриального мира еще ох как далеко. Придется снова воевать. Что ж поделать? Попасть под руку не повезло Маньчжурии. Японское правительство рассказало своим подданным, что там нет никакой легитимной власти, только отдельные банды и полевые командиры. И все из-за революции в Китае. Что эта земля еще в 7 веке была вассалом Японии. Что в степях Маньчжурии покоятся останки славных воинов, погибших в русско-японской войне. Что нужно защитить законные завоевания, ту самую железную дорогу, отбитую Россией. А самое главное – наказать Китай за то, что он столетиями считал Японию своей культурной провинцией. В
второсортной страной, за то, что не отдал свои земли после Первой Китайской войны, а побежал за помощью к западным странам. Пора было показать, кто тут Великая империя, а кто республика недоделанная. Да и вообще, в Маньчжурии полно полезных ископаемых, что они лежат без дела. Земля требует созидательного труда. Кому, как не великим японцам, его обеспечить? Для охраны железной дороги от Транссиба до порта Дальний Япония в 1931 году создает Квантунскую армию и вводит ее на территорию Китая. 18 сентября того же года патрульные докладывают, что китайцы взорвали дорожное полотно, хотя подрыв никакого заметного ущерба железной дороге не нанес. Пропаганда объявляет это ужасным террористическим актом, и уже на следующий день японские войска входят в столицу Маньчжурии – Мукден. Это не было началом новой войны. Япония вообще войны любила объявлять с большой задержкой. Это называлось Маньчжурский инцидент. Он длился почти полгода. А весной 1932 года уже вся Маньчжурия как-то незаметно оказалась под контролем Японии. Присоединила ли Япония к себе захваченную территорию? Нет. Ну что вы, это было бы аннексией. В освобожденной от республиканского Китая Маньчжурии появилось независимое государство. МНР. Ладно, шучу. Маньчжоу-го. Во главе его встал последний китайский император Пуи, которого японцы срочно доставили в Мукден из Ростовской области. Ну, то есть, простите, из подконтрольного Японии города Тяньцзиня. Признал независимость Маньчжоу-го только сама Япония. Момент для отъема территории у Китая опять был выбран хороший. СССР был занят голодом и борьбой с внутренними врагами. Запад не отошел от депрессии и вообще после Первой мировой войны предпочитал все конфликты урегулировать без применения силы. Китай противостоять Японии не мог и подал жалобу в Лигу наций. Та через пару лет таки осудила японскую интервенцию. Но в ответ Япония просто из Лиги наций вышла, не забыв еще разок затаить обиду. Почему американцам можно создавать марионеточную Панаму, а нам нельзя делать то же самое? Ну и вообще, негоже Великой империи состоять в одной организации с белыми колонизаторами. Как итог, Япония получила под контроль в 4 раза больше земель, чем занимала сама. Общество было в восторге. Поддержка военных действий била все рекорды. Удовлетворилась Япония достигнутым? Конечно, нет. Нельзя усиленно накачать общество военной пропагандой, и нельзя годами говорить, что у нас только 2 союзника, армия и флот, чтобы потом сказать: все цели достигнуты, всем спасибо за поддержку, расходимся и строим мирную счастливую жизнь. Конечно же, военные во главе страны хотели продолжения, хотели еще войны. Тем более, раз Япония из Лиги наций вышла, то и считаться с западными странами вроде больше не нужно. Известное дело, аппетит приходит во время еды. Если недавно считалось, что нужно освободить Маньчжурию от нелегитимной власти и заодно добраться до полезных ресурсов, то теперь Япония захотела контролировать всю Восточную Азию. Скоро пропаганда назовет эту концепцию «Великая восточно-азиатская сфера сопроцветания». Это такой евразийский проект или русский мир на манер японский. Все страны Восточной Азии должны очиститься от влияния западных держав, прогнать проклятых белых колонизаторов и жить в единстве и взаимопомощи. Главную скрипку в этом сопроцветании, конечно же, должна играть Япония, как самая выдающаяся в военном и культурном отношении держава. Ну а реальной целью экспансии был захват такого количества земель и ресурсов, чтобы Япония снова могла существовать, отгородившись от остального мира и полностью автономно и ни в чем не испытывая нужды. Одни генералы хотели начать строительство нового миропорядка с Индокитая, другие вообще с Сибири, но остановились опять на Китае. Все-таки и ближе, и опыт побед имеется. С момента захвата Маньчжурии в 1931 и до 1937 года Япония ввязывается в постоянные инциденты с Китаем и создает в северной его части еще несколько квазигосударств. Нафига Японии нужны все эти новые сателлиты? Забирали бы эти территории себе, как Тайвань. Китай все равно сопротивляться вроде как не в состоянии. Ну, во-первых, со всем Китаем Япония типа не воюет, а так принимает участие в судьбе соседей. На союзников Китая не нарывается лишний раз. Во-вторых, так японские генералы якобы отодвигали реальную границу от японских островов. Нет, но вдруг нападет агрессор, а пока колонии пройдет, уже все зубы пообломает. Правда, кто собирался нападать на Японию, было вообще непонятно. Дома такую экспансионистскую политику воспринимают с восторгом.
Наконец-то страна получает заслуженное величие. Наконец-то обидчики будут наказаны. Наконец-то заживем достойно. Ну, потерпим еще несколько войн и заживем. Победы идут одна за одной, значит, и терпеть придется недолго. Такая, наверное, была логика. Пропаганда работала вовсю. Начиналась она со школ, где ученикам объясняли, как надо любить императора и какая великая миссия лежит на Японии. Существовала организация типа пионеров или бойскаутов, которая готовила мальчиков к будущей службе в армии. Идейно верная информация доносилась до подданных по радио и через газеты. Ну, никакой другой информации, в общем-то, и не было. В стране была жесточайшая цензура. Для целей пропаганды, конечно, достали и культивировали идеи уникального японского менталитета, или, как тогда говорили, японского национального характера. Какие у истинного японца основные качества? Попробуйте угадать сами с одного раза. Настоящий японец верен государю-императору. Он любит родину и семью, чтит традиции, предков, традиционные ценности, короче. А если ты такие ценности не чтишь и что-то там против воли императора говоришь, то ты тогда не настоящий японец. Давай скорее вставай на путь исправления. Отдать жизнь за страну и императора считалось честью и чуть ли не долгом. Пацифизм быстро стал ругательным словом. Народ Японии един, и пацифизм ему чужд. Да и выступали против захватнической войны в Китае разве что коммунисты, за что исправно отправлялись в тюрьму. Вообще, западные все измы объявили явлениями враждебными и японским традициям противными. Либерализм, там, индивидуализм или эгоизм. Но только вот с нацизмом и фашизмом подружиться получилось. Но это мы вперед забегаем. После выхода Японии из Лиги наций было там в Японии популярно такое мнение. Мол, мы были отравлены западной идеологией, а теперь избавились от нее и вернулись к исконно японскому духу. Скоро построим новую цивилизацию, вот эту вот восточно-азиатскую, которая будет великодуховная и коллективистская. И эту миссию с честью берет на себя храбрый японский народ. Как бы сложно ему ни было на этом пути, все совпадения, как говорится, случайны. Возможно, вы подумали о каких-то параллелях. К чему может привести подобная риторика? Куда ведет дорожка из изоляционизма, шовинизма, чувства собственной исключительности, ксенофобии и неконтролируемого милитаризма? Пример Японии показывает куда. Прямо в ад. Даже не знаю, как сказать по-другому. Японцы в едином коллективном порыве с избытком патриотических чувств открыли такую шкатулку Пандоры, что кое-чему и Гитлер мог бы позавидовать. Потому что если ты начал раскручивать военные настроения в обществе и в головах своих генералов, то остановиться уже не получится. Помните, как патриотичные комментаторы требовали не отступать от Киева и захватить Украину вплоть до Львова, хотя слепому было понятно, что это уже нереально. Вот так же японская пропаганда, а за ней и народ, требовали от надрывающейся страны все новых завоеваний. Лозунги были соответствующие. «Азия для азиатов!» и 100 миллионов сердец бьются как одно. Это значило, что все граждане Японии желают одного и того же. Сначала в 1937-м развязали полномасштабную войну с Китаем. Снова необъявленную. Китай страна большая, для захвата в любом случае, какая бы у них там политическая обстановка ни была, требуется очень много сил. Япония держала в Китае контингент в несколько сотен тысяч человек и каждый год теряла до 50 тысяч. Не обходилась эта война без ужасающих зверств. Когда в декабре 1937 года японские войска под командованием принца Ясухико взяли Нанкин, тогдашнюю столицу Китая, начались массовые убийства пленных и мирных жителей. Нанкинская резня продолжалась 6 недель. Жертвами, по разным оценкам, стали до 500 000 человек. Особую известность получил отряд 731, специальное подразделение, ставившее опыты по созданию биологического оружия и эксперименты для выявления способностей человеческого организма. Все опыты проводились на живых людях, в основном китайских и советских пленных. Никто из 10 тысяч подопытных не покинул лаборатории отряда живым. Страшные массовые убийства и истязания – неизбежное следствие расчеловечивания противника и объявления всех вокруг людьми второго сорта. Всего за время Японско-Китайской войны в Китае погибло от 19 до 35 миллионов человек.
Конечно, после таких жутких военных преступлений единственными возможными союзниками Японии в мире становятся нацистская Германия и Италия Муссолини. С Гитлером японцы заключили договор против коммунистов еще в 1936 году, а в 1940-м был подписан Тройственный пакт, который делил сферы будущего мира между странами гитлеровской оси. Японии должна была достаться уже вообще вся Азия. При этом в самой Японии народу предлагалось терпеть дальше. В стране начался дефицит, все ресурсы уходили на фронт. Рис, сахар и спички по талонам, украшения сдать на перепродажу для нужд войны. Новый лозунг «Роскошь наш враг». Но экономические трудности нам только на пользу. Не останавливаться же на пути к мировому величию. И японское командование, уже абсолютно не отдавая себе отчета в происходящем, продолжает экспансию великого японского народа во все стороны. На севере воюет с Монголией и СССР, на юге захватывает Океанию. Был подготовлен даже план атаки на Австралию. Когда в Азии исконные враги японской нации стали заканчиваться, военные решили, что пора расправиться с источником главных обид последнего столетия, с белым колонизатором, и объявили Англию и Америку своими главными врагами. Очень мало кто в стране осознавал, что империя тем самым подписала себе смертный приговор. Но вы уже поняли, что объявлять войны – это не по-японски. Поэтому 7 декабря 1941 года Япония без предупреждения напала на Перл-Харбор, где разгромила американский флот и вынудила Америку вступить во Вторую мировую войну. Для Японии все закончилось наихудшим образом. Ядерными ударами в Хиросиме и Нагасаки, бомбардировками Токио, разгромом войск в Маньчжурии. Япония капитулировала, а власть в стране перешла к союзникам. Но это был мир уже после Второй мировой войны. И никакой колонии белых колонизаторов, кстати, Япония после этого не стала. Оккупанты демилитаризировали Японию и дали ей новую демократическую конституцию. В ней, кроме прочего, пацифизм всей Японии. Демократизация уже через 10 лет привела к небывалому экономическому росту. В страну хлынули технологии из загнивающего Запада. Представляете, оказалось, что при правильной налоговой политике и хорошей науке можно из этих технологий делать вещи, которые с руками отрывают по всему миру. Японский национализм тоже трансформировался. Японцы больше не считали себя лучше других, теми, кто имеет право возглавить всю Азию. Теперь их национализм говорил народу: у нас прекрасная земля, мы трудолюбивая нация, давайте использовать наше преимущество, чтобы сделать нашу землю и страну процветающими. И все. Никакого превосходства, никаких мечтаний о половине мира. Японцы хотели стать одним из центров мира, воюя со всеми, до кого могли дотянуться. Но только потерпев полное поражение, разгром и оккупацию, снова открылись миру, и тогда они в этом преуспели. Они стали одним из центров, одним из важнейших мировых игроков. Еще как преуспели. Япония в 1968 году стала второй экономикой в мире после США. И пробыло ей 40 лет. Только в 2010-м Китай ее обогнал. Так и подмывает, конечно, проводить бесконечные параллели между Японией середины прошлого века и Россией сегодняшней. Но получается все-таки очень большие натяжки. Агрессивная политика и тоталитаризм в Японии имеют совсем другие корни и гораздо ближе к сталинизму и нацизму с фашизмом, чем к тому, что мы видим сегодня в России. Молодое японское общество, преимущественно крестьянское, столкнулось с успехами и тяготами индустриализации и оказалось слишком податливым для милитаристской пропаганды. И весь мир, в первую очередь Азия, заплатили за это ужасную цену. Сами японцы не смогли и не очень-то пытались справиться со своей военной диктатурой. Это сделали за них союзники, разгромившие страну, которая хотела стать гегемоном всей Азии. Но даже после такого очень беглого взгляда на историю Японии первой половины 20 века кое-какие выводы все-таки сделать хочется. Если растить в обществе культ войны, культ исключительности, культ обиды на весь мир, остановиться не получится. Как было в Японии? Одна война перетекала в другую, экономические трудности росли, но военной диктатуре уже было все равно. Она бросалась на новые и новые земли, на новых и новых противников, потому что жить по-другому просто не умела. Второй вывод. Если одна правящая группа получает такую власть, что может творить вообще все, что угодно и склонять страну к любым авантюрам, она не будет считаться ни с экономикой, ни со здравым смыслом.
Мы недавно говорили об этом в видео про роль ФСБ в начале войны с Украиной. В Японии это вызвало не просто смерть режима, но огромные человеческие потери. Причем не только в завоеванных странах, но и в самой стране-агрессоре. Конечно, в сравнении со священной властью японского императора путинский режим гораздо более слабый и зыбкий. Да и шансов на военные успехи в Украине у него уже не осталось. Поэтому очень хочется верить, что России не придется проходить через тот же кошмар, что в Японии, что наша страна сама справится со своей диктатурой без помощи извне. Тогда у нас будет шанс не просто на восстановление, а на полноценное развитие и культурное, и экономическое. Но пример Японии показывает, куда может привести путь, на который затягивает Россию Владимир Путин и его пропаганда. Путь, с которого нам нужно как можно скорее свернуть. До завтра!